Современное автоматизированное производство широко использует станки и машины с программным управлением. Технологический процесс в таком производстве выполняется в соответствии с программой, записанной на носителе информации в автоматическом режиме без участия обслуживающего персонала. Наряду с другими применяются бумажные носители информации. На перфокарты информация записывается в виде системы прямоугольных отверстий, на перфоленты в виде системы круглых отверстий, пробиваемых ленточным перфоратором. Запись информации на перфокарту производится на карточных перфораторах различных видов. Чистые перфокарты поступают из магазина по одной на карточный тракт. Зубчатая рейка продвигает их на пробивку кодовых отверстий. Пробитые перфокарты собираются в магазине-накопителе. Привод зубчатой рейки механизма подачи перфокарт производится от кулачкового механизма с качающимся толкателем. Вращающийся кулачок сообщает движение качающемуся толкателю. Ролик, установленный на толкателе, заменяет трение скольжения на трение качения. Это позволяет уменьшить износ профиля кулачка и увеличить коэффициент полезного действия механизма. Контакт между поверхностями кулачка и ролика толкателя осуществляется по линии. Кинематические пары, в которых контакт между звеньями происходит в точке или по линии, называются высшими. В этом виде перфораторов текст программы печатается одновременно с пробивкой кодовых отверстий. Зубчатая рейка совершает возвратно-поступательные движения и при прямом ходе продвигает перфокарту по карточному тракту. При обратном ходе рейки перфокарта неподвижна. На ней пробиваются кодовые отверстия и печатается текст программы. Подача красящей ленты в механизме печати в прямом или обратном направлении обеспечивается фрикционными роликами. Правый или левый ролики подачи ленты прижимаются к центральному, соответственно, правым или левым электромагнитами. Центральный фрикционный ролик подачи ленты в механизме печати текста приводится во вращение от двухступенчатого механизма прямозубых зубчатых колес и ременной передачи. Здесь используется круглый ремень, поэтому рабочая часть шкива имеет форму, соответствующую сечению ремня. Привод всех механизмов перфоратора осуществляется от электродвигателя с помощью клиноременного механизма в первой ступени и плоскоременного во второй ступени. Передаточное отношение в таких механизмах непостоянно и уменьшается с увеличением нагрузки на ремень. Если передаточное отношение должно быть выдержано точно, используется передача зубчатым ремнем. Зубья ремня и шкивов входят в зацепление и исключают скольжение ремня по шкивам. Расстояние между соседними зубьями, измеренное по делительной линии, называется шагом зубчатого зацепления. При создании новых вычислительных программ используют части других программ, записанные в массивах перфокарт. Новые массивы необходимо размножить. Перфокарты в процессе эксплуатации изнашиваются, и их приходится переписывать на новые.
Для этих целей используют репродукторы. Оригиналы чистая перфокарта подаются в механизмы считывания и перфорации, синхронно движущимся кривошипно-коромысловыми механизмами подачи перфокарт. Кривошип в этом механизме выполнен в виде эксцентрика. Центр эксцентрика отстоит от его оси вращения на величину радиуса кривошипа. Вращательное движение эксцентрика преобразуется в качательное движение коромысла. Пружина обеспечивает замыкание высшей кинематической пары. Все звенья этого механизма движутся в одной плоскости, поэтому такие механизмы называются плоскими. Синхронность подачи оригиналов и чистых перфокарт обеспечивается механизмом конических зубчатых колес. В коническом зубчатом колесе зубья нарезаны на боковой поверхности круглого усеченного конуса, поэтому толщина зуба в коническом колесе переменна по его длине и увеличивается от вершины конуса к его основанию. Механизм конических зубчатых колес является пространственным. Оси вращения колес в нем пересекаются обычно под прямым углом. Перфокарты перемещаются в репродукторе транспортирующими волковыми механизмами. Верхние и нижние транспортирующие волки прижимаются к перфокарте и перемещают ее за счет возникающих сил трения. Чтобы при транспортировании перфокарты не деформировались, линейная скорость на поверхностях обоих волков должна быть одинаковой. Это условие обеспечивается тем, что верхние и нижние транспортирующие волки соединены между собой прямозубыми зубчатыми колесами, имеющими одинаковое число зубьев. Контакт между зубьями колес, входящими в зацепление, происходит по линии, поэтому такие механизмы относятся к механизмам с высшими кинематическими парами. Зубья в этих колесах параллельны их осям вращения, и колеса вращаются в одной плоскости, поэтому такой механизм является плоским. При высоких скоростях вращения применяются косозубые зубчатые колеса. Пробивку отверстий в чистой перфокарте производит ударный механизм. Он состоит из кривошипного валика, который является ведущим звеном механизма и выполнен в виде двух эксцентриков, расположенных на валике симметрично. Далее движение от эксцентрикового валика к коромыслу передается двумя одинаковыми шатунами. Это